Всем привет! Вы смотрите канал Russian with Dasha. Это канал для тех, кто изучает русский как иностранный, транскрипции и прямые эфиры вы найдете на Патреоне. Подписывайтесь на мою группу в Телеграме. Сегодня я вас приглашаю провести выходной со мной. Надеюсь, что вам понравится. Приятного просмотра. С вами на связи домашняя Даша. Я только что помыла голову, еще не расчесала ее. Муся у меня сидит сейчас на полочке. Я сейчас собираюсь. Скоро мы с подругой пойдем в Эрмитаж. До этого мне нужно будет зайти в фотоателье. Почему я здесь? Хотела с вами поделиться неприятной для себя новостью. В общем, последнее время у меня очень сильно краснело лицо. Мне сказали, что так теперь будет всегда, и нужно пользоваться кремом. Вот он, этот крем называется Салантра. Я шутила, что такое ощущение, что это имя одной из отчаянных домохозяек, да, Desperate Housewives. Салантра очень забавно. И вот теперь мне приходится покупать такой дорогой крем. Ну, ничего не поделаешь, когда лицо слишком розовое. На видео сейчас не видно, в жизни оно более розовое. Надеюсь, что вы с такой проблемой не столкнетесь. Мне сейчас нужно будет расчесаться, расчесать волосы, накраситься, собраться. Я еще, кстати, не обедала, нужно пообедать. Пойдемте покажу, что у меня на обед. Я ничего не готовила, и поэтому заказала доставку. У нас есть магазин, в котором можно заказывать доставку продуктов и готовой еды. И вот у нас здесь лежит цыпленок бройлер охлажденный. Это нужно будет приготовить. Наверху всякие йогурты. Ой, кажется, надо помыть холодильник. И здесь в пакете был литр борща. Я сейчас его разогрела, а здесь, смотрите, еда для котов. Сёма стал очень привередлив, он вообще не ест сухой корм, и мне приходится теперь покупать для него влажный корм. Вот что у меня на обед. Я разогрела борщ, налила его в глубокую тарелку. В миске остатки Мусик, маленький монстр. В миске остатки вчерашнего салата. Я вчера приготовила салат из зелени, помидоров и сыра моцарелла. Заправила его оливковым маслом и соком лимона. Сейчас положу порцию себе на тарелку, Мусик, и быстро пообедаю. Нужно уже скорее собираться. К сожалению, из-за того, что у меня стало слишком розовое лицо, мне нельзя есть острую еду. Сейчас нужно соблюдать диету, не есть острое и поменьше сладкого. Немного опаздываю, поэтому еще один глоток. Надо уже бежать, а перед этим мне нужно вытащить пленку из старого фотоаппарата. Это фотоаппарат Зенит. Он теперь принадлежит нам, а раньше принадлежал папе Никиты, моего мужа. Вот мне его нужно сначала вытащить из чехла. Здесь надо повернуть. Ага, вот, все вытащила. Называется "Хочешь побыстрее", а получается наоборот. Здесь же надо его открутить. Да, ребята, лучше никогда не торопиться. Есть такая пословица: "Тише едешь, дальше будешь". Вот наш замечательный фотоаппарат. Была пленка 36 кадров.
И сейчас мне нужно будет вытащить ее, потому что мы ее уже всю отфотографировали. Для этого мне нужно ее сначала раскрутить, нажать вот на эту кнопку и начать скручивать пленку. Видите, я кручу рычажок, и внутри пленка скручивается, чтобы ее можно было достать. Кто-нибудь из вас занимается фотографией? И теперь, насколько я помню, мне нужно поднять. Упс, вот так. Все отлично. Теперь я ее вытаскиваю. Нет, 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 плохая идея. Так, сейчас момент. Кажется, я потеряла первые кадры. Все, ладно. У меня уже нет времени просто-напросто. Вот так выглядит наша пленочка. Первые кадры мы потеряли. И сейчас мне нужно положить ее в футляр, в коробочку, в которой мы ее купили. Аккуратненько это сделаю. Да, конечно, очень жаль, но надеюсь, что остаток кадров не пострадал. Сейчас быстро накрашусь, оденусь и увижу вас на улице. Вот я торопилась, сломала один ноготь, чуть не порвала пленку. Хорошо, что не порвала. Ой-ой-ой. У нас здесь очень скользко. Я сейчас иду по, можно сказать, ледяной тропинке. Назначила встречу с подругой, решила спонтанно начать записывать для вас видео и потеряла счет времени. Я уже немного опаздываю, но ничего страшного. Билеты в Эрмитаж у нас на 4 часа дня. Мы их купили онлайн на официальном сайте Эрмитажа. Надеюсь, что не опоздаем. У нас сегодня туманный, достаточно пасмурный день. Сейчас тумана не видно, но когда я была в гостях у своей знакомой, которая попросила меня в следующие 5 дней кормить ее кошку, с 19 этажа было видно туманное небо, и дома скрывались за этой белой мглой. Чтобы добраться до Эрмитажа, мне нужно сейчас дойти до ближайшей станции метро. Нам повезло, мы живем между двумя станциями, поэтому в зависимости от того, куда нам нужно ехать, на север или на юг, мы выбираем ту, что ближе. В другом своем видео я вам уже показывала станцию метро Парк Победы. Сейчас я иду на Электросилу. Это синяя ветка метро, и по ней мне нужно будет доехать до станции Сенная площадь и пересесть на фиолетовую ветку, чтобы доехать до самой глубокой станции метро Петербурга, которая называется Адмиралтейская. От нее до Эрмитажа пешком всего 5 минут. Но можно также ехать без пересадок, доехать до станции метро Невский проспект, но оттуда примерно 12, может быть, 15 минут пешком. Мы с моей подругой Таней договорились встретиться на Адмиралтейской, поэтому мне придется перейти на фиолетовую ветку. Кстати, Таню вы уже знаете. Она 2 раза была в моем подкасте Russian with Dasha, и 1 раз мы с ней снимали видео буквально недавно, осенью, в Павловске. Если не смотрели, ссылка появится в углу экрана.
ребята, мы с Таней наконец-то дошли до Эрмитажа и уже посмотрели выставку. Таня, скажи, пожалуйста, на какой выставке мы были? Мы были на выставке Каспара Фридриха, немецкого художника, который писал очень романтичные пейзажи. Да, И после тяжелого рабочего дня это очень умиротворяет. да, нам повезло, что здесь мало людей и очень комфортно смотреть выставку. Например, вот замечательная картина, называется «Утро в горах». Напоминает нам место, в котором мы с Таней жили некоторое время назад. Мы сейчас потихоньку пойдем по залам Эрмитажа. Пойдем? Идем. Да, Таня, расскажи, как твой день прошел? Чем занималась сегодня? Я, как заведующая, занималась административными делами и совершенно не успевала работать врачом. Вот так что я уже хочу отдыхать, чем, собственно, и занимаюсь. Но надо признать, что в музеях больше часа проводить сложно, потому Да, что ты напитываешься новыми впечатлениями, и они тоже требуют обработки мозгом. это точно. Я предпочитаю ходить на выставки с экскурсиями, чтобы экскурсовод рассказывал о каком-то одном художнике или об одном времени, чтобы не запутаться. И, кстати, на слух я воспринимаю новую информацию намного легче, чем когда читаю. Поэтому сейчас мы с Таней ходили по вот этой выставке. Я, если честно, мало что запомнила. Расскажи мне, пожалуйста, что ты запомнила об этом художнике? Он в свое время был очень популярен, но в середине своей жизни, это где-то 30-е годы XIX века, он попал, я так понимаю, в политическую немилость, плюс не очень уже стали актуальны его работы. Они были скучными, у них были какие-то цвета неяркие, а тогда, я так понимаю, новые. Извините, складываем. Если Нельзя? нельзя, заденете, понимаете, что буду. А можно просто вот так хотя Вот бы? так можно. Спасибо, спасибо, все поняли. Сейчас я на паузу поставлю. У нас была небольшая техническая пауза, нас попросили Сложить сложить. длинный держатель. Да, так что да, продолжаем. Ты говорила о том, что его картины Да, потеряли популярность. да, но его работы очень любила царская семья, и в том числе Жуковский, который воспитатель цесаревича был. Мы на самом деле сейчас в очень красивых залах, и мы не будем вам о них рассказывать. Обязательно приходите сами, посмотрите Эрмитаж. Но Радиогидом, с кстати, очень аудиогидом, удобно да, ходить и самому замечательно. в своем темпе все смотреть. Поэтому мы будем продолжать наш диалог про Каспара, как я его называю. Да, В общем, для поддержания его творчества и жизни королевская царская семья даже какой-то пансион ему назначила. Все время заказывали его портреты, пейзажи. пейзажи, да. Заказывали. Хорошо жил, я думаю. Ну, я думаю, что тоже с параличом-то жить было не очень весело. Чем тебе нравится работа этого художника? То, что можно с них считать ощущения, что ты смотришь на природу, думаешь о жизни, философствуешь. Очень символично все. Вот дорога через горы извилистая — это вот, например, символ какого-то сложного пути, жизненного, и при этом очень красивого, очень яркого. Ох, какая красота! Да, это библиотека. Мы с вами находимся в библиотеке Николая II. Вот на столе бюст императора. Это последний император Российской империи. И интересно, что здесь сохранилась первоначальная отделка. Ух ты, какое зеркало! Где? Вон. Точно. Ой, красиво. Зал эпохи модерна. Мгм. Мы пойдем сейчас искать тронный зал.
Мы вышли из Эрмитажа и видим, что Дворцовый мост подсвечен красным светом. Это потому, что сегодня китайский Новый год. Вот там, смотрите, мы видим стрелку Васильевского острова, а справа на другом берегу Петропавловская крепость. Таня, куда пойдем? Жрать. Недалеко от Эрмитажа есть мое любимое вегетарианское кафе «Троицкий мост», но сейчас, по-моему, уже они закрыты, поэтому надо подумать о месте, которое работает вечером. Ну, сейчас еще не такой поздний вечер, Ну но как да, будто хочется да. какое-то не сильно туристическое место. Ага. Мимо нас прошли ребята, которые обычно фотографируются за деньги. Ну, ты что, это же настоящий Петр. Я Если уверена, что это он. Если они вас остановят, будьте аккуратны. Если вы сделаете с ними фото, они начнут требовать деньги. Однажды я гуляла с группой немцев, и 2 человека отбились от группы, и один потом подбежал к нам немного грустный, потому что с него взяли 1000 рублей за одну фотографию, 10 евро. А ты не хочешь дойти до Новой Голландии Пойдем. или куда-то в другое место? Я просто не знаю, куда здесь идти на самом деле. Таня так смешно держит микрофон, как будто от него зависит ее жизнь. Да ветер тут на самом деле с Невы. Ребята, вы знаете, что я постоянно снимаю видео в разных форматах. То дома, то на улице, то с друзьями, то интервью. Мне важно, чтобы вы оставляли комментарии, писали, какой формат вам больше нравится, чтобы я понимала. В последнее время YouTube не очень любит мои видео. Он вообще их мало показывает другим, и статистика не очень хорошая. Буду рада репостам и комментариям. Что понравилось, что нет. Да? В моей голове голод стучит. Ладно, мы сейчас направимся в Новую Голландию, а вас ждет музыкальная пауза. Ну что, мы с Таней поужинали. Очень вкусно было. Да. Таня, что ты заказывала? Я заказывала сет из разных соусов, хумус в 2 видов, треску Можно подальше чуть-чуть. Ага. и питу. Мгм. Все макала. Питу макала. Макала.
питу в соусы. Было очень сытно, вкусно, и запивала это все лимонадом. Да, я взяла шварму в Пите, картошку фри. Мне, правда, нельзя острую еду, но я все равно заказала питу с перчиками. Блин, Под надеюсь, присмотром лечащего патологоанатома. спасибо. Проверь мой пульс, пожалуйста. Да. Да, вроде живая, румяна. Ребята, в транскрипции на "Патреоне", прямые эфиры для патронов тоже там. А что еще? Можете скачать там же мои транскрипции к подкастам на русском и английском. В общем, пишите комментарии, понравилось ли вам это видео. Таня, чем займешься вечером? Приеду, возьму в руки своего кота, буду его тискать и гладить, а потом, наверное, отрублюсь. Да, я, наверное, последую Таниному примеру и сделаю то же самое. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока. Всем пока!